Первый раз обратила внимание на здание старого аэропорта. Оно видно из окна нового аэропорта. Вот такое оно было, я так поняла, что это здание старого аэропорта. Я хочу показать вам, какой пустой сегодня аэропорт. Вообще людей нет. Мы очень быстро прошли все досмотры. Меня, конечно, как обычно, пощупали, так как все мои бирюльки звенели в рамке досмотра. Ну, это уже, знаете, выбор каждого, с бирюльками лететь или снимать их. И зато будете быстро, еще быстрее, как говорится, проходить все эти контроли. Вот такой наборчик. Но это, конечно, все не мне. Сэндвич Андрею. Ты, кстати, Андрюш, в курсе, что я тебе особое спецменю заказала на рейс? Нет. Нет? Называется low salt, без соли. А себе low fat, без жира. Но я хочу, да, посмотреть. Вот. Я надеюсь, тебе понравится low salt. Первый Сега Фредо открылся в Ереване в 2009 году. Сколько стоил твой круассан? Покажи, пожалуйста. 2600, да, стоил, наверное? Или это кофе 2600? Это круассан. Нет, наверное, круассан, а кофе 2500. Ну, Да. то есть круассан по цене кофе, считай. Угу. Ну, и как тебе? Понравился круассан, да? Вкусный? Все Первый раз хорошо. пробуем здесь, вот, в Зварноце, круассан. Все хорошо разогрели. Разогрели, да, он такой теплый, теплый, не холодный. горячий. Угу, не горячий. Нормальный, короче говоря. Я просто хотела еще сказать, что наш рейс совмещен с Emirates. Когда я смотрела, выбирала билеты на Emirates стоили на 10 тысяч рублей дороже, чем на Fly Dubai. И поэтому, ну вот непонятно, да, как бы я себя чувствовала в такой ситуации, купив билеты на Emirates за, за цену более высокую, и летела бы все тем же самолетом Fly Dubai, мне был оказан тот же самый сервис, что и пассажирам Fly Dubai. Вот. Не знаю, я бы, наверное, расстроилась. Все не выспались. В 7 утра встали, легли поздно. Еще вчера на дорожку накатили винчика, чтобы все прошло гладко и легко. Надо было просто выпить успокоительного и лечь пораньше спать. Вот. И сегодня, конечно, еле-еле встали вообще. 3 часа, да, сейчас будем лететь. Там тогда в самолете поспим.
Прилетев в терминал 2, мы пошли к стоянке официального такси. Очень странно, но в середине маршрута водитель сказал, что у него сломался счетчик и навигация, поэтому мы должны будем заплатить кэшем. Нас это очень удивило, но портить первый день в Дубае разборками вот совсем не хотелось. 2 урока из ситуации, точнее 3. Урок первый. Сразу предупреждать, что у вас только карта. Урок второй. Можно вообще не платить за поездку, так как в правилах на оконном стикере у них прописано, что если водителя не работает кассовый аппарат, или там он не дает чека, или не принимает карты, то поездка за его счет. Третий урок. Ждать озвучивания финальной стоимости в машине, так как в машине стоят камеры. Нас же водитель попросил выйти из машины после нашего вопроса «How much?». В общем, мы этих правил не знали, и хорошо, что у нас была наличка. При прилете мы поменяли $100 в обменнике рядом с Duty Free. Курс там, более-менее нормальный. Ну ладно, фиг с ним, с такси. Давайте лучше посмотрим, что здесь у нас за окном. Ну что ж, это, конечно же, великолепный, великий современный мегаполис умеет удивлять с самых первых шагов, самого первого движения вглубь его недр. Мегаполис Дубай славится своими сверхвысокими небоскребами, самым большим зданием мира, самыми большими искусственными островами, а еще портами, маринами и обласканной солнцем огромной береговой линией. Дубай знаменит развлечениями и кухней на любой вкус, были бы деньги. Знаменитые на весь мир отели, головокружительные элитные магазины, международные рестораны, архитектурные памятники, неуемная энергия и скорость, футуристические инновации. Все это просто проносилось перед нашими глазами, и мы имели понимание, что это просто супер город. Прикоснуться хотя бы к частичке этого хотелось очень давно. И в этом году мы отбросили все сомнения, взяли накопление и махнули на 10 дней в мир арабской сказки. Вот мы только зашли в нашу комнату, в наш маленький отель, который находится в очень интересном районе. Я попозже его поснимаю. И, в принципе, комната, это отель 3 звезды, но комната очень приличная. Комната вообще таких размеров больших я даже не ожидала. Ну, может быть, в Дубае, конечно, вообще принято так, что, не в конуру селят людей, а все-таки номера нормальных размеров, даже если это номер стандарт. У нас стандартный номер, смотрите, телевизор огромнейший. Здесь есть рабочая зона, стол, стул, зеркало. Очень приятно, очень. Всем приветики с дороги сразу в Лук-Лучок. Здесь такая зона посидеть комфортненько вечерочком, посмотреть телевизор, отдохнуть от перемещений по городу. Здесь у нас вот такая двухспальная кровать. Мне она кажется коротковатой, но может быть за счет того, что сама комната большая, поэтому когда видишь, что как бы еще есть вот такой вот проход между телевизором и между кроватью, кажется, что кровать короткая. Вот. Здесь еще одно зеркало. Вот я в таких белых сегодня нарядах. Вот здесь такой уголочек, чтобы вещи свои разгрузить. И чтобы чаечек с кофеечком попить. Есть сейф, есть холодильник. Мини-бара нет, 3 звезды, как бы какой мини-бар. Но самое главное, что нам здесь будет не тесно. То есть номер просторный. А вид, наверное, окна в окна, я думаю. Потому что здесь такая застройка плотная. Окна в окна, да, какой-то бизнес-центр напротив нас. Мы приехали не в номере сидеть и не на балконе. Мы, хотим гулять каждый день, а номер так вечером прийти, просто расслабиться, да спать лечь. Здорово, мне нравится. Что у нас там с банно-ванными гигиеническими предметами? Вот маленькая, конечно, они сэкономили здесь на площади. Маленькая такая совмещенная комнатка, душ. Хорошо, что душа не ванна. Ничего, нормально поместимся. Да, поместимся? Да. Все будет отлично. Надо нам будет купить мыло, шампунь, потому что здесь нет принадлежности. Вот здесь есть мыло и 2 геля. Нашла. И полотенце. Все, мы спасены. Шампунь надо все равно купить. Алло, говорит и показывает Дубай, как у вас дела. Зачем телефон рядом с унитазом? Наверное, в этом есть какая-то определенная идея.
Покажи узбекский чай. Понятно. Очень далеко. Ну, по прямой видно, можно дойти. Ну, только на метро, если доехать, или на такси, а так далековато, конечно, мы с тобой заселились. И пожинаем плоды. Ну, вот получается, вот здесь Плоды я так своей понимаю, экономии. Я так понимаю, там метро, наверное, Ага. где-то там, вот оно пошло, там Да, синенькое, видишь? вижу, да. И, в принципе, по прямой, ну, это даже, ну, не столько там, не знаю, там, может, и экономия, но за один раз все предусмотреть. Невозможно. И мы начинаем этот день с того, что снова идем на ресепшн и спрашиваем, можем ли мы сейчас переехать в другой номер, потому что всю ночь гудели эти турбины под окном, мы живем на 3-м этаже, нам обещали ночью, что в 12 часов нас переселят этажом повыше и на другую сторону. Так что, ну, смены постоянно меняются, и я не знаю, там какую-то отметку, наверное, в компьютере поставили, что-то сделали, то есть сейчас нужно будет идти и снова этот вопрос поднимать. Вот, короче, отсюда идет этот гигантский шум, в общем, этот шум отражается во всех комнатах этого отеля. Мы сегодня ходили, смотрели 2 другие комнаты на 4-м и 10-м этаже. К сожалению, от того, что они смотрят вот сюда на паркинг, например, а не вот сюда на соседнее здание, ничего не меняется. Шум тоже тот же самый, он остается. Поэтому нам пришлось, ну, остаться в своем номере. И, короче, блин, это расстройство, конечно. Ты же уже заплатил как бы за номер и обязан жить оставшийся отпуск, но при таком шуме, причем в отзывах на букинге я нигде не читала про шум, никто не писал. Ну, как бы людям пофигу, что ли, я вообще не понимаю. Тайский ресторан. Нам дали вот такую штучку заполнить. Сидим, выбираем, что мы будем на обед. Очень интересно, правда? Очень интересно. И смотрите, вот здесь вот номера у порции совпадают вот с номерами, которые вот здесь вот везде написаны. И здесь еще есть такие значки. Вот я хочу остренькое попробовать, вот чикен вот такой. То есть вот я вижу, что спайси, и ищу по этим значкам. И сюда записываю, что вот 136, цифра 1. Принесли нам вот такую огромную воду, 1,5-литровую, холодную мы попросили. Но она прям слишком что-то холодная. Вот, так что ждем. На открытой кухне нам готовят уже наши блюда.
Кстати, этот ресторан является, как мы увидели, дипломированным заведением. У него тут куча каких-то дипломов. Вкусно. Да, я так понимаю, что креветки, они именно размещаются вот здесь вот сверху, а ниже находится А ниже чикен, курица. Ниже курица. То есть сверху креветка, а снизу курица. I wanna feel it, yes. I'm happy. Твой десерт сегодняшний. Бывают такие, что... Ну да. Интересно тоже попробовать разные вкусы. Угу. Ну ты попробуй для начала вот этот. Там Ну, понравится, не только понравится. один был вот этот. Телевизор у нас не выдвигается. Я была рада, думала, он выдвигается. И можно, вот мы сидим на диванчике, думала, можно будет смотреть. Ну, Samsung. Ну, Хороший зато качество. Samsung, да. Хорошее качество, картинка хорошая. На улице какой-то шум невероятный. Мы не знаем, так будет всю ночь или нет. У меня есть беруш, у Андрея нет беруш. Ой, Андрюш, не знаю. Как мы не заселимся, все время рядом то завод, то фабрика, то стройка, то вытяжка, то лифты, то санхозчасть. Вообще, короче. Хотела показать, какие сим-карты нам вчера дали. На примере нераспакованной симки Андрея, потому что у него настроен свой роуминг, а я все-таки воспользовалась. У меня был такой же конвертик. Это бесплатная сим-карта, которую дают на погранконтроле. Она бесплатна. Вот связь идет 5G и 10 гигабайт. И ее дают на 24 часа. И что мне очень понравилось, это то, что в комплекте идет скрепочка. То есть все очень-очень продумано. Это, конечно, очень круто. Но так как конверты, видите, одинаковые, вот на них особо не подписано, чья это симка, моя или Андрея, я вскрыла первый попавшийся из двух,
и вставила симку в телефон. А дальше я попыталась ее активировать. Активация идет либо через смс-ку на бесплатный номер 1220, либо через вот такой набор команд. Через набор команд у меня не получилось, через смс-ку получилось не с первого раза. То есть, когда ты отправляешь на смс, вот эту смс-ку, значит, год своего рождения, нужно быть внимательным, чья это сим-карта, потому что сим-карта была Андрея, а год рождения я написала свой. Вот, соответственно, ну, как бы failed, да, то есть не смогла с первого раза активировать. Потом я догадалась, что это сим-карта Андрея, и отправила уже его год рождения на этот номер, и все сработало. Еще хотела показать, мы немножко денег обменяли по прилету в Duty Free. Курс там, мне кажется, везде одинаковый, в аэропорту 3,6 доллара. Нам дали, вот мы $100 разменяли, вот такие вот денежки, спасибо девушке, даме, потому что здесь есть мелкие вот такие пятерочки, есть десяточки, есть вот 50 и 100. Ну, то есть она нам дала такую разношерстную палитру. Смотрите, красивые какие деньги. Наверное, про деньги странно так говорить, но мне нравится смотреть в разных странах, да, разный дизайн, и всегда какие-то культовые вещи, ну, какие-то особые вещи, которые имеют значение для той или другой нации, для города, для страны, они изображены на валюте. 50 дирхамов — это почти, ну, чуть побольше 1000 рублей, а 100 дирхамов, соответственно, чуть побольше 2000 рублей. Вот так вот. Говорят, самая большая купюра — это 500, да, дирхам, по-моему. Вот. Но мы еще такой не видели. Вот так и живем мы в Дубае, ребят. Вот так и живем.